Всем привет! Китайцы отказались покупать АвтоВАЗ по ряду причин, но у Renault есть запасной план, как и кому продать свои 68% акций российского автогиганта. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Совсем недавно появилась новая информация о перспективах дальнейшего участия Renault в капитале АвтоВАЗа. Среди наиболее вероятных сценариев, после неудавшейся сделки с Китаем, Renault продаст свою долю акций российскому юрлицу. Причем сделка будет оформлена как передача в управление. То есть сам факт отчуждения перенесут в неопределенное будущее. Возможно, потом все откатят назад. В любом случае, детали договора обнародуют вряд ли. По некоторой информации, нынешний глава АвтоВАЗа, француз Николя Мор, покинул Россию, а на предприятие ищут нового гендира. Среди вероятных кандидатов Михаил Рябов, исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа. Есть информация, что переговоры с французами затянулись потому, что один очень высокопоставленный участник этих переговоров пытается выторговать приемлемые условия спасения своих французских активов в обмен на приемлемые условия ухода группы Renault из России. В настоящее время Renault владеет российским автогигантом совместно с Ростехом через фирму Lada Auto Holding. Доли поделены в пропорции 68% на 32% в пользу французов. Напомним, что Renault уже давно начала предпринимать реальные действия для ухода с АвтоВАЗа. В частности, из последнего, в мае из Тольятти в Москву вывезут всех иностранных топ-менеджеров, причем назад их уже не вернут. Активы Renault в России оцениваются в 2,2 миллиарда евро. Наша страна является вторым по величине рынком сбыта для Renault после родной для него Франции. Также появилась информация, насколько хватит деталей АвтоВАЗу. Перенесенный с июля-августа на апрель корпоративный отпуск должен был помочь АвтоВАЗу сформировать запас комплектующих, необходимый для сборки новых автомобилей. За время апрельского отпуска заводские службы предприняли якобы максимум усилий для налаживания новых цепочек поставок. Но за 20-дневный отпуск компоненты аккумулированы только на несколько дней вперед, причем не для всех моделей. Вот что я скажу. Завод изначально строился, чтобы сам себя обслуживать комплектующими. Не надо было пускать иностранцев на завод, надо было правительству просто навести порядок на нем. И сейчас еще не поздно, а самое время брать все в свои руки. Ну и обещанная мною шутка юмора. Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что бы вы сделали с АвтоВАЗом в данной ситуации? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, если вы споткнулись и упали, это не беда. Беда, если вы сдались и не пошли дальше.